Пришла весна, пора рубать. Вон куча веток, их надо рубать. Можно, конечно, топором, это самый дешевый вариант. Но мы-то легких путей не ищем. Я бы, наверное, это видео и не снимал, если бы не вот эта штучка. Это шкив с внутренним диаметром 22. Оказалось, что у меня единственный двигатель с таким валом на 22, и он на 36 вольт. Поэтому пришлось делать дробилку веток на аккумуляторах с использованием Куртиса. Экономически это, конечно же, никакого смысла не имеет. Проще всего купить подобную дробилку. Я ссылку дам под видео. И поставить двигатель внутреннего сгорания, который будет прекрасно крутить этот шкив. Это будет дешевле, чем как делаю я. Но у меня есть аккумуляторы, у меня есть Куртис, у меня, собственно, есть дробилка. Ну, смотрите, что получилось. Это вперед, это назад. Это регулировка. Надо ноутбук подключать. Не присоединил энкодер, поэтому дергалась. Сейчас энкодер присоединил. Все, теперь даем. Это я отключал временно на БМС. Так, вперед. Гайка. Сейчас 1120 РПМ.
Ток прыгает ампер до 10-15. То есть токи очень небольшие. Фазный ток холостого хода 8 ампер. Представьте, вот такую карчамаку всунуть в этот самый садовый измельчитель, у которого входное отверстие 4 сантиметра или 4,5. А сюда входит великолепно. И получается вот такая щепа. То есть в принципе, да, и печку. Так, где-то за 2 часа порубил все свои ветки, нарубил вот такую горку дров, потратил примерно 500 ватт-часов. То есть на этой батарее я бы мог перерубить еще в 3-4 раза больше таких веток. Ну и здесь батарея 50%, поэтому, ну, грубо говоря, можно ее сделать в 2-3 раза меньше и легче. И контроллер можно поставить значительно меньший, потому что фазных больше 20 ампер я не видел на 36 вольтах. Ну, вернее, мотор 36 вольтовый, тут 48. То есть можно сам привод сделать весьма компактным. Ну, в общем, вот примерно вот это и получилось. Понятно, куда двигаться. То, что я сделал правильно, это купил маховик. Он достаточно большой, массивный. На фотографии этого не видно. Но, наверное, за счет этого он глотает дрова аж на ура. За счет массы. И двигатель, наверное, значительно меньше можно поставить, наверное, 60 либо 80 габарита будет за глаза. Что еще хотелось бы сказать? Ну, возможно, надо покупать вот с приемным лотком и выхлопным лотком, чтобы не возиться. Ну, это каждый для себя решает, как ему удобней. В общем, я доволен. Как говорит Роман Александрович, лучше день потерять, но за час долететь. Вот такие выводы. Пользуйтесь моими наработками. Ну, возможно, усовершенствую это все. То есть делая все более компактным, легким и удобным. Всем пока. Подписываемся. Ставим лайки.